Сегодня поговорим о том, как соблюдать кетогенную диету без побочных эффектов. Если вы подумываете перейти на кето-диету, но слышали от других людей, что она опасна, у тебя будет куча побочек, то это видео для вас. Я покажу, как избежать всего этого. Но когда кто-то пытается отговорить вас от кетогенной диеты из-за определенных побочек, задайте лучше вот такой вопрос. Каковы побочные эффекты у высокоуглеводной диеты? Ведь кето-диета низкоуглеводная. Каковы побочные эффекты у стандартной американской диеты? Мы экспериментировали с высокоуглеводной диетой десятки лет, и мы знаем, что она вызывает массу проблем по всему миру. И из-за нее большая часть населения имеет преддиабет или диабет. Так что просто смешно слушать, когда кто-то говорит, что кетогенная диета опасна и у нее много побочек. Вопрос, по сравнению с чем? Кетогенная диета — одна из старейших форм лечения эпилепсии. Почему? Потому что углеводы вызывают судороги, а кетоны — нет. Но должен сказать, что традиционную версию кетогенной диеты я не рекомендую для обычных людей, которые хотят поправить здоровье или похудеть. В соответствии с ней 90% вашего рациона должны составлять жиры. Проблема этой версии кето-диеты в том, что она не придает значения качеству продуктов. В ней даже рекомендуют майонез, синтетические витамины, растительные масла, вроде соевого, то есть ГМО. И это 90% жиров, так что этих химикатов будет много. А если будете есть маргарин, будет вообще плохо. Там допускаются овощи, но только в небольших количествах. Так что я советую вам здоровое кето. Это здоровая версия кетогенной диеты, где мы подчеркиваем важность качества продуктов. Я говорю о травяном откорме, пастбищных яйцах, об органической еде. Я советую богатую нутриентами пищу и натуральные витамины вместо синтетических. Большинство кето-рационов включает 5% углеводов, 20% белков и 75% жиров. Если мы объединим здесь и сделаем 10%, это позволит нам включить гораздо больше овощей в эту схему. Я рекомендую от 7 до 10 стаканов. Потому что в овощах много клетчатки и воды, и мало сахара. А мы не учитываем клетчатку в объеме углеводов. Добавление овощей хорошо еще и тем, что так значительно уменьшаются побочки. Пройдемся по списку. Побочный эффект номер 1 при традиционной кето-схеме — это запоры. Думаю, причина в том, что в этой схеме очень мало овощей. Именно овощной клетчаткой питается микрофлора, и кишечник работает нормально, не говоря уже о количестве калия в овощах, который помогает регулировать кишечную деятельность. Номер 2 — камни в почках. Почему бывают камни в почках при кетогенном питании? У кетонов кислотный pH. И бывает так, что pH в организме слишком сильно смещается в сторону кислотности. Это может спровоцировать избыток мочевой кислоты, и потенциально от мочевой кислоты могут появиться камни в почках. Вдобавок есть несколько распространенных кетопродуктов, богатых оксалатами. Это может привести к камням в почках, если вы к ним предрасположены. В частности, это шпинат. Я советую не есть много шпината, лучше брать другие овощи. Миндаль. Множество людей используют миндальную муку для различных рецептов. Если у вас склонность к образованию камней, возможно, вам не следует есть много миндаля или миндальной муки. Я всегда рекомендую лимонный сок или лимоны на кетогенной диете, потому что они богаты цитратами, которые борются с камнями в почках. Убедитесь, что в организм поступает минимум 2 литра жидкости в день. И овощи, которые более щелочные, будут очень успешно бороться с кислотностью от кетонов. Диарея. Она может случиться, если пить слишком много масла MCT. Еще один побочный эффект. Также, если вы употребляете сахарные спирты и используете их в рецептах, найденных в интернете. Так что их, пожалуй, стоит ограничить, как и масло MCT. Возможно, поначалу вы не сможете употреблять столько овощей, сколько я вам советую. Начинайте с малого, постепенно увеличивая. Возможно, у вас пока мало бактерий в кишечнике, чтобы справиться с таким объемом клетчатки. Бактерии усвоят и переработают эту клетчатку
в топливо. Но если у вас недостаточно бактерий, у вас могут быть проблемы. Впрочем, это бывает редко. Бессонница. Она обычно происходит, если у вас дефицит макро- и микроэлементов из-за нехватки овощей. Так что непременно увеличьте количество потребляемых овощей. Также бессонницу можно победить электролитами. Кето-сыпь. Она обычно уходит, если увеличить потребление витамина В2. В состоянии кетоза метаболизм перестроен на сжигание жира. И вам нужно больше витаминов группы В. Вот почему на кето-диете я советую пищевые дрожжи. Они бывают в таблетках. Они отлично помогут вам побороть кето-сыпь, а также кето-усталость. Кето-усталость, в принципе, снимается калием в нужном количестве, который получают из овощей, а также витамином В1. Высокий холестерин. Обычно при питании на кето-схеме холестерин снижается, но у некоторых людей он может и повыситься. Это из-за двух причин. Первое. Вы сжигаете больше жира. Вы едите больше жиров, а вместе с жиром высвобождаются триглицериды и холестерин. Вы просто высвобождаете в кровоток больше жира. Многих волнует уровень ЛПНП, так называемого плохого холестерина. Если у вас высокий уровень ЛПНП, это все же не повод волноваться. У меня есть целое видео, довольно короткое, на эту тему. Очень рекомендую вам посмотреть его. Там я объясняю, почему в высоком ЛПНП нет ничего плохого, если вы питаетесь по кетогенной схеме. Но у большинства людей уровень ЛПНП не вырастет, а наоборот понизится. Разрушение костей. Проводились исследования, как традиционная кетогенная диета влияет на эпилепсию. И они показывали некоторую потерю кальция. Это обычно было результатом комбинации кислотности и слишком большого количества белка. Для здорового кето мы советуем умеренное количество белка — от 85 до 170 граммов за прием пищи. Также большое количество овощей противостоит кислотности, которая в принципе может создать проблемы с костями. Проблемы с сердечным ритмом. Это просто дефицит калия или магния. И, как я уже говорил, вам нужно просто увеличить потребление овощей или электролитов. Как видите, потребление овощей может решить множество разных проблем, которые могут возникнуть. Сухость во рту. Это дефицит макро- и микроэлементов. Все, что здесь нужно, как я все время говорю, потреблять больше овощей или электролитов, и проблема будет решена. Если вы голодны или вас на что-то тянет, или у вас гипогликемия, это значит, что вы либо потребляете скрытый сахар, или вы едите слишком часто, и это активирует инсулин. Или же вы еще слишком мало пробыли на диете. Следует понять, что если все делать правильно, чувство голода уходит в течение 3 дней. Вас не будет ни на что тянуть, и у вас не будет гипогликемии. Ведь вы больше не питаетесь сахаром, вы питаетесь жировым топливом. Но нужно следить, чтобы углеводов было очень мало. И я очень советую интервальное голодание. Следующее — сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак. Таких побочек у кетогенной диеты нет. Нет исследований, которые бы показали какую-то связь или зависимость или корреляцию между кето и сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или раком. Если почитать исследования, то проводили их на мышах. И они даже не питались по диете, сколь-нибудь похожей на кетогенную. Они питались по высокожировой и высокоуглеводной диете, а говорилось, что они на кето, хотя это не так. Так что вам не нужно беспокоиться об этих 3 вещах. И последнее — запах изо рта. Этого не будет, если вы едите достаточно овощей, в которых много хлорофилла, который является природным уничтожителем запахов. Итак, здоровая кето, много овощей от 7 до 10 стаканов дают вам микро- и макроэлементы, витамин С, фолаты, клетчатку. Обязательно только качественные продукты. Также нужно добавлять морскую соль. Нужно понимать, что 1 чайная ложка соли, которая, кстати, не то же самое, что натрий, потому что это хлорид натрия, а не просто натрий, вмещает около 6000 мг или 6 грамм. Из них 40% — это натрий, чуть больше 2000 мг. Так что на кетогенной диете вам нужно потреблять 1–1,5 чайных ложки соли. Это не чистый натрий, а хлорид натрия. Соль убирает некоторые побочки, вроде мышечной слабости и даже судорог в ногах.
Не забудьте о пищевых дрожжах, они бывают в порошке или в таблетках. И советую хороший электролитный порошок. Просто потому, что очень трудно потреблять столько овощей, чтобы покрыть рекомендуемую дневную норму калия. Ну хорошо, спасибо за просмотр. Если хотите больше узнать о том, как создать здоровое тело, подписывайтесь на канал и не пропускайте новых видео.